Российские фигуристы, которые будут выступать на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине, не будут соблюдать необходимый карантин по въезде в страну, а также самоизоляцию. Вместо этого каждые 2 дня спортсмены будут сдавать тест на вирус. От России на соревнованиях выступит Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Петр Гуменник, Анна Щербакова, Софья Самодурова, Майя Хромых, Алина Пепелева, Роман Плешков, Юлия Артемьева, Михаил Назарычев и Александра Степанова, Иван Букин. Напомним, этап серии Гран-при в Италии стартует уже завтра, 5 ноября, и продлится по 7 ноября. Италия принимает соревнования вместо Китая, которому не удалось организовать этап из-за сложности с логистикой и невозможностью соблюсти условия пузыря. Сможет ли Анна Щербакова вернуть себе звание примы Хрустального? Главная интрига этапа Гран-при Италии. Трудно представить, что может произойти, чтобы в Турине на церемонии награждения на самой вершине развивался не российский флаг. У Анны Щербаковой в этом сезоне уже был один старт, который действующая чемпионка мира проиграла 15-летней дебютантке Майе Хромых. Правда, силы были технически неравны. Анна с травмой и без стабильного четверного прыжка, а Майя относительно здорова и сразу с 2 четверными. Щербакова приучила нас к тому, что она даже в откровенно плохом физическом состоянии держит качество и выдает прокаты немыслимой силы духа. Но с точки зрения олимпийских перспектив сейчас самое время вернуть хотя бы один стабильный четверной прыжок. Посмотрим, как с этим будут обстоять дела в Турине, и есть ли прогресс по сравнению с Будапешт-трофи и контрольными прокатами. Главная битва на этапе случится в женском одиночном катании. И героинями ее станут 2 россиянки из группы Этери Тутберидзе, Майя Хромых и Анна Щербакова. Действующая чемпионка мира пока держит интригу, в каком состоянии ее четверные прыжки, все еще неизвестно. Без четверных Щербакова по баллам пока проигрывает трикселистке Елизавете Туктамышевой и Александре Трусовой, которая также имеет проблемы со здоровьем, но даже имея их, четверной лутс крутит и выступает чисто. Ученице Этери Тутберидзе Ане Щербаковой надо включаться на полную прямо сейчас. Неудачный старт Анны Щербаковой в олимпийском сезоне не может не тревожить. Болельщики верят в несгибаемый характер чемпионки мира и вспоминают, что она всегда долго раскачивается. Но факты поводов для оптимизма не дают. К началу ноября Анна не сделала ни одного чистого четверного прыжка и не одержала ни одной победы. Время исправить ситуацию и вернуть веру в себя у Щербаковой еще есть, но начинать надо прямо сейчас. Внезапно этап Гран-при приобрел для лучшей фигуристки мира прошлого сезона просто огромное значение. Если, конечно, Аня все еще мечтает попасть на Олимпиаду. Щербакова пойдет ва-банк, чтобы взять реванш. В Италии любителей фигурного катания ждет интригующее зрелище. Действующая чемпионка мира Анна Щербакова снова встретится на соревновательном льду с коллегой по группе Майей Хромых. Именно в противостоянии этих фигуристок в Будапеште и произошла главная на данный момент сенсация сезона. Хромых исполнила 2 четверных тулупа в произвольной программе и обошла упавшую с единственного квада Щербакову. Да и в целом в Венгрии Анна выглядела далеко не так уверенно, как в прошлом сезоне. Программы пока не сражают наповал, а недокруты и проблема неясного ребра заставляют говорить о не лучшей готовности чемпионки мира к сезону. Паниковать пока рано. Очевидно, что Аня в силу разных обстоятельств. Поздний старт из-за травмы и недостаток соревновательной практики. Медленнее входит в сезон. Да и в целом она обычно медленно раскачивается и выходит на пик к главным турнирам. У Щербаковой, безусловно, есть высокий кредит доверия как среди арбитров, так и среди российских чиновников. Но если она хочет поехать на Олимпиаду, то пора включаться на полную. Потенциальная неудача в Турине усугубит и без того непростое положение Анны. При этом успех в Италии ей не гарантирован даже при чистом катании. Одного чистого четверного может банально не хватить, учитывая, что технический арсенал Майи растет от старта к старту. Однако главное, даже не результат борьбы Щербаковой с Хромых, а динамика лучшей фигуристки прошлого сезона.
Сейчас Ане во что бы то ни стало надо показать прогресс по сравнению с первым стартом. Показать, что она выкарабкивается из кризиса и движется в правильном направлении. У более молодой соперницы Майи Хромых все радужнее, практически научилась выкатывать программу с 2 четверными тулупами и имеет в копилке сальхов. Другое дело, что сейчас нужно определиться с контентом. Хромых в этом смысле даже более конкурентоспособна. У нее в работе и четверной сальхов, и четверной тулуп, и 2 прыжка в произвольной программе она уже выкатывала. И если продолжит делать это стабильно, сильно перемешает карты в колоде козырей Хрустального. В заявке на Турин у нее 2 четверных тулупа в произвольной программе против 1 четверного флипа Анны Щербаковой. Майя Хромых постарается удержать позиции и развеять сомнения скептиков о том, что ее успех в Будапеште носил случайный характер. Майя может экспериментировать с контентом, вставляя в произвольную программу как сложные каскады с четверными, так и разные сольные прыжки. Секретным оружием спортсменки может стать тройной аксель, который она анонсировала еще на контрольных прокатах. Правда, шансов увидеть его уже в Турине откровенно мало. Даже несмотря на техническое превосходство Хромых, исход турнира во многом будет зависеть от Щербаковой, ведь при чистых прокатах судьи наверняка окажутся на стороне более известной и титулованной спортсменки. Также на этапе выступит ученица Алексея Мишина Софья Самодурова. На турнире в Будапеште она стала 3-й вслед за Майей и Анной. Главными ее соперницами за попадание на пьедестал станут кореянки Инсу Лим и Елим Ким, а также японка Мия Михара, которая на прошлой неделе стала 4-й на Skate Canada. Борьба будет очень непростая, но на то Мишин и называл Самодурову бойцом. Софье Самодуровой придется тяжело. Несмотря на ее сильные стороны, необычные программы, осмысленное серьезное катание и большой опыт выступлений по мастерам. Любой негласный 3-й номер страны на соревнованиях сталкивается с гораздо более предвзятым или просто равнодушным отношением судей, чем кто-то из фаворитов.